Вчера было ровно 2 месяца, как я живу в Австрии, и это не связано, но я решила пересмотреть «Тени забытых предков». И просто я до сих пор нахожусь под сильнейшим впечатлением и думаю обо всем этом. Я уже замечала раньше, когда я долго нахожусь в отрыве от своей культуры, у меня как будто обостряются культурные, какие-то этнические такие, я не знаю, идентичностные сенсоры, и я начинаю более остро ощущать все связанное с культурой, особенно со своей культурой. И даже когда долго не говорю на своем языке, на своих языках, я как будто себя со стороны начинаю слышать и более остро, и как-то более звукоцентрично. Например, когда я сюда переехала, через какое-то время у меня появился голод на русскоязычную, украиноязычную музыку. И слушая ее, я думала очень много о том, как она звучит, потому что, наверное, отчасти я хотела, конечно, показать ее своим соседям по квартире. И я размышляла о том, как человек, который не только не понимает язык, но и не понимает вообще всего культурного пласта, который в этих песнях лежит, например. Ну, та же Алена, как можно смотреть ее клип и понимать его, не зная, что такое панельки, как это будет восприниматься. Или как можно слушать Даху-Браху, или как можно понять, в чем вообще красота, дайте танк и так дальше. И я поняла, что я не могу это показать им, потому что мне нужно будет сидеть и часа 2 объяснять просто все культурные отсылки в этих песнях для того, чтобы они были, ну, настолько enjoyable для них. То я не думаю, что это возможно. И вот еще про звукоцентричность. Даже когда я просто говорю там со своими друзьями или сама с собой, прислушиваюсь к вот этим звукам и стараюсь понять, как это со стороны может звучать, как человек, который не понимает этого языка, может воспринимать его с точки зрения именно мелодии. Попросила соседа, который бариста, приготовить мне кофе, потому что я никак не могу проснуться. Он всегда делает кофе в своей особенной кружке. У него раньше была кружка и блюдце, но соседка разбила блюдце, и ей пришлось купить ему новый набор, поэтому у него теперь 2 одинаковых любимых кружки и одно Да. блюдце. Это выгодно для всех. Все, теперь я готова продолжить. И получается, когда я смотрела «Тени забытых предков», во мне просто настолько все отзывалось на это, начиная от музыки, от костюмов. Я очень люблю, в принципе, все, что касается декоративно-прикладного искусства нашего, все вот эти заморочки, какие-то элементы. Когда ты просто видишь какую-то деталь, и ты знаешь своей этнической, культурной памятью, сколько всего стоит за этой деталью. И там был один момент, когда Иван и Балагна женились, и им на шее надели ярмо. Я очень удивилась, потому что я не знала, что такая традиция существует, но it perfectly makes sense именно в контексте этого фильма особенно. А потом я сидела и полдня еще читала статьи про съемки фильма, и оказалось, что такой традиции нет. То есть это было как художественный домысел. То есть на самом деле фильм, он очень culturally accurate. Там, в принципе, пишут в статьях, что гуцулы местные контролировали процесс съемки, и максимально все аутентично. Но вот этот момент с ярмом, это была выдумка. Мне кажется, что очень важно искать источники своей идентичности и стараться понять, откуда растут ее корни. Идентичность, в частности, этническая идентичность, это как
такие центральные штуки в том, что меня интересует в науке. И я писала диплом на тему воздействия русских и украинских народных сказок на этническую групповую идентичность. И это было прекрасное время. Я читала очень много сказок, изучала всякие фольклорные материалы, научные статьи на эту тему. Когда я перечитывала сказки многие и узнавала, что, окей, вот это украинская народная сказка, а вот это русская народная сказка. То есть в сборниках они написаны. Но когда я была ребенком, мне это все поставлялось вперемешку. То есть у меня, во-первых, дома были книги, сборники, там, молдавские народные сказки, грузинские народные сказки, украинские, русские, там. Даже, по-моему, был какой-то сборник каких-то более экзотичных сказок, но я уже не помню, какой страны. И все это поставлялось вот таким потоком ко мне в голову, просто смешано, плюс мультики всякие, там, постановки всех этих сказок, которые шли по телевидению. Проанализировав все эти сказки, и там, короче, была определенная работа проделана именно с точки зрения анализа идентичности, я поняла, что это разные довольно штуки. Я просто понимаю, сколько во мне всего намешано. И в других людях тоже мы просто не даем себе отчет в том, почему. Например, вот только что я вспомнила мультик «Рикки-Тикки-Тави», и в детстве это был ключевой мультик для меня. Да, я опять смотрю на птиц. Сейчас нет листьев, поэтому их хорошо видно, и я не могу, никогда скачут по веткам, мне хочется на них смотреть. Еще странно, что в школе, когда мы изучали более архаичные части литературы, там народные песни всякие, народные сказки, там співанки, щедрівки, вот это все, мне было невыносимо скучно. И мне всегда казалось, что это так просто, и это так банально, и зачем мы тратим на это столько времени, еще там что-то на память учить, да сколько можно. Но сейчас я понимаю, насколько же это было важно, насколько важно было вложить в голову все эти основы, потому что они помогают сейчас понимать мне собственную культуру гораздо лучше. И, наверное, проблема была в качестве преподавания, тому, как это все преподносится, потому что когда у тебя в учебнике там какие-то дурацкие иллюстрации, и рядом это Веснянка или Щедривка, вообще не прет. Но когда ты смотришь аутентичное гуцульское пение в, например, «Тенях забытых предков», прет так, что просто... Я буквально начала смотреть фильм, у меня вот так прям слезы потекли, и вот пока я не закончила смотреть, у меня все время прям аж трясло, настолько оно все резонирует и проникает вот прям до самых каких-то основ идентичности. У меня было такое чувство, что я говорю с фильмом на очень каком-то редком языке, то есть на языке, который даже не просто украинский, и даже не просто диалект Западной Украины, а язык тех, кто еще помнит значение всех этих символов и способен их расшифровать. И более того, язык этого кино, он довольно витиеватый, сложный. Это были 60-е, то есть это уже новая волна. Это было украинское поэтичное кино, то есть оно само по себе очень метафоричное, очень такое изобильное в своей визуальной, аудиальной, световой символике. Я просто чувствовала, что я с этим фильмом говорю на «ты», и это удивительно приятное ощущение, такое не часто бывает. Да, чуток такой спиритуальный опыт получился просмотра этого фильма. Мне, кстати, ребята франкоязычные сказали, что они не видели Гадара и даже не сразу поняли, о ком я говорю. По-моему, даже
один человек не знал вообще, кто это. Мне кажется, что, ну, особенно в Украине, у нас сейчас столько внимания к идентичности, к возрождению гениев, к памяти обо всех этих вещах, об этих людях, о каких-то событиях, фильмах. То есть понятно, что у всего этого есть свои причины в современности. Возможно, у Франции сейчас нет такой необходимости прям возрождать память и славу Готара, но это просто удивительно, что ну, там я и все мои друзья знают, кто такой Годар, и смотрели его кино, а ребята из Франции не знают. Хотя это, по идее, должна быть часть их идентичности. Вот. Мне очень интересно, что вы думаете об этом. Какие есть, возможно, книги или фильмы или еще что-то, которые так резонировали с вами и заставляли чувствовать себя причастными к, не знаю, к истории, к предкам, что ли, к корням. Напишите, пожалуйста, если не сложно. Удивительно, чашку почти допила, а цветочек все еще там. Красота. Меня зовут Май, я писатель, и на этом канале я делюсь своими шагами на пути к литературе. Увидимся.